Всем привет, мои подписчики! Сегодня на нашем уроке мы будем кроить подкладку. Самые главные наши правила кроя подкладки по старым выкройкам, то есть обновление подкладочки на пальто или курточки, что вы захотите себе. Основные правила кроя. Вот я разложила вам по старой выкройке, старой подкладочке вот нашу выкройку. Вот я выложила переднюю часть, кромку мы отходим и вот так вот мы будем обводить. Внизу немножко мы оставляем, так как эта подкладка немножко тянущаяся, она чуть-чуть стречевая, значит будет по-другому ложиться и по-другому себя вести. Далее мы будем обводить им немножко больше, потому что так как я вам подчеркнула, эта ткань под другого состава, это шелк, а это немножко стречевая подкладочка была. Все, тогда мы сантиметра 4 мы отступаем от низа, для того, чтобы у нас низ тоже должен быть с напуском. Мы выкладываем так, чтобы наша средний шов мы также оставляем на слабину. Вот именно по шву, по спинке мы оставляем слабину обязательно, так как у нас приталенная пальтишка, мы вот эту вот часть обязательно, вот это вот мы не срезаем, мы срезаем только по талии. И доходим до шлицы, и так же само мы оставляем немножко больше, на сантиметра 3, и внизу аналогично тоже мы оставляем на сантиметра 3. Боковой средний шов я не порола, потому что можно и так сделать, выкроить без порки среднего шва. И вот эту вот часть всю мы немножко по пройме по горловине увеличиваем и чуть-чуть по пройме на сантиметр, потому что, так как я уже подчеркнула, это все стречевая подкладочка. Значит, это шелковая подкладка, мы ее немножко будем увеличивать. Это самое главное правило в нашем крое. И мы по боку также увеличиваем. Вот я вам показываю. Немножко увеличиваем и удлиняем по длине. Потом по пройме также мы немножко увеличим. И я буду собирать эту подкладочку, так как здесь не обработана подкладка, можно не обрабатывать срезы у подкладки, это не обязательно. И по краю борта мы также немножко увеличиваем. Вот. Все. Вот эту вот часть я вам выложила. Могу покроить. Дальше у меня еще будет вот здесь вот. Это мы туда выложим мешковину. Так что у нас все выкладывается, все. Здесь рукавчик с правой стороны, верхний рукавчик и нижний рукавчик. Все у нас здесь помещается, полочка и спинка. Так как я вам объясняла, мы здесь не срезаем, мы оставляем, только намечаем, где у нас будет шов, и намечаем для свободы. Обязательно, потому что эта подкладочка шелковая, здесь стречевая была, я здесь не оставляла на свободу, а это шелковая обязательно нужно. Так что вот такие вот наши правила на сегодняшнюю подкладочку.
По рукавчику мы тоже немножко будем больше делать, потому что это шелк. Вот, все. Сейчас я вам покажу, как я буду вырезать. Я срезаю кромку. Кромка никогда не оставляется для изделия. Никогда. Вот я срезаю и одновременно делаю здесь припуск, чтобы у нас была по плечу я не отставляю, а именно по этим всем я выкраиваю. Я вниз поравняю тогда, когда у меня уже будет крой спинки и полочки, так как вот я вот это вот вырезаю. Выточку я здесь не буду делать, потому что она уже здесь выложена и она не нужна. Мы будем выточку закладывать вот в этом районе. Обычно на верхней одежде, вот по борту, там складочку собирают. Так же самое и я буду делать. Так, вот. И для того, чтобы внизу у нас не затягивало, потому что низ подкладки у нас будет обрабатываться. Вот. И это должно быть вот так вот. Все. По плечу я не буду, по горловине. Ну, вот так вот я сделаю. Все, здесь надсечечку делаю, где у меня будет шов. Сделаю надсечечку. Здесь я немножко выровняю, потому что здесь такая идет обтрепанная срез. Его рвали при покупке. Я так уже и ничего не буду делать. Так, вот полочку мы выкроили. Полочку мы выкроили. Вот это вот я подровняю. Вот эту вот часть. Вот, оставлю. Так. Вот это вот, где шлица, мы ее только разрезаем, потому что обработки шлицы у нас идет немножко по-другому. Я ее чуть-чуть выше, ну не чуть-чуть, а на сантиметров 5 я ее немножко больше. Вот, я вот так вот срезала, наметила, где у меня талия, и мы шлицу, мы уже подойдем к шлице другим вопросом. Так, я это боковые совмещу, проверю, как у меня будут ложиться боковые, чтобы они ни больше, ни меньше. Все здесь должно совпадать. Шелк он очень такой ползет, будьте очень внимательны и аккуратны. Так, в принципе, у меня как бы все здесь сходится, но чуть-чуть глубина. Вот. Сейчас я вам покажу. Как бы в талии. Здесь нужно нам проверить. Так, полочка. Где-то вот так вот. Спинка должна быть выше. Вот. Я здесь подправлю немножко, потому что баланс будет немножко другой. Так.
Все, это мы полочку проверим. Выложим, посмотрим, как оно здесь. Вот. Вот здесь вот, где я не как бы на глаз взяла углубление талии, я ее выровняю. Вот именно самое основное, что нужно сделать, зеркально отобразить боковой шов. Самое главное. Вот это вот самое главное. И чуть-чуть вот это вот я выровняю немножко. Так, это у меня будет, я даже если у меня будет вот здесь вот разница, я вот заложу здесь вот складочку для того, чтобы вот именно полочка была вот в таком виде. Очень важно будет. Так, я вот так вот выложу. Все. Спинка у нас по балансу должна быть всегда выше, чем полочка. Вот оно, вот так вот оно есть. Потому что уже перекос пошел по подкладке, она деформировалась, значит нам нужно все вот здесь вот подогнать баланс. Все, вот это вот у нас есть полочка, спинка. Мы отмечаем, где у нас будет здесь талия, вот талия, и вот у нас будет вот так вот мы прострачиваем от горловины, а здесь у нас уже будет глубина вот до талии, от талии мы будем строчить и до шлицы, до уровня шлицы. Мы там отметим уже, я выложу на пальто и все проверим. Так, рукавчик. Вот рукавчик. Здесь я выкладываю рукав и карманку. Карманка. Вот наш рукавчик. Мы можем и так положить, мы можем и вот так выложить. В принципе, нам все равно. Но низ нам нужно больше, шире. Вот таком вот. Чуть-чуть вниз больше. То есть длиннее. Вот. И так как мы кромочку срезаем, обязательно мы срезаем кромку, чтобы она никогда у нас не попадала, в очень редких случаях, чтобы она попадала в изделие. Вот. Все. Рукавчик мы также само выкраиваем. Я не буду большие припуски делать по рукаву. В принципе, вот по пройме даже и не нужно там много. Здесь я припусков тоже много делать не буду, но по низу рукава я немножко сделаю. Так, все, я кромочку здесь срезаю. Так, по низу я немножко оставила чуть-чуть длину, потому что у нас идет такой вариант. Так, где у нас здесь? Вот у нас центр. Мы намечаем, где у нас центр. И так же само вырезаем. Я даже не боюсь, могу даже немножко больше взять, чем надо. Так. Все, это у нас верхний рукавчик. Здесь я немножко больше возьму. Все. Намечаем, где у нас здесь центр.
Центр вот здесь вот у нас, потому что он сместился. Центр здесь. Здесь у нас так вот немножко пошло. Все. Теперь мы проверяем, потому что эта ткань тянущаяся. Мы проверяем передний шов. Вот у нас идет вот так вот. Мы его уравниваем. Уравниваем, чтобы у нас не выходило, когда мы будем строчить, чтобы у нас все швы совпадали. Далее мы уравниваем вот шов локтевой, так он называется, локтевой шов. Все, у нас здесь готово. Вот это вот мне немножко не нравится, вот линия. Выровняем. Все, рукавчик у нас готов. Кроим подкладочку. Так, подкладочка у нас, мы тоже выкроим немножко ее больше. Мне хочется ее выкроить немного больше. Подкладку. Вот таким вот. Мне не нравится, что она немножко маловато. Мне хочется, если у меня так получится. Так, сейчас мне нужно подумать, как правильно выложить. Если я выложу вот так, выложу вот так вот, вот тогда у нас получится. Так, смотрите, как я делаю здесь. В эту мешковину одну сторону на один карман я выкладываю вот так вот. Даже можно немножко больше, если нам позволит. Вот это вот так. Все, я сейчас вырежу. И чтобы у нас симметрия была. Я хочу больше немножко. Вот так вот. Вот. И она будет у нас вот так. Вот так вот выкладывается у нас. Вот. Все. Одна часть мешковины и другая часть мешковины. Все это я выкладываю. Так, как вы видите, что полосочку еще мы выкроим на вешалочку. Вот мы возьмем полосочку вот так вот. Вот у нас вешалочка. Мы сложим в 2-3 слоя. Как у нас там получится. Все. Подкладочку мы выкроили. Я вам сейчас покажу. Кусочек у нас остался. Видите, как все удачно у нас вошло все 1,50 м на мой размер. Если, конечно, больше размер, значит мы берем больше. Мы меряем длину изделия, смотря какая длина изделия обязательно. И потом покупаем подкладку, потому что разные размеры, разные длины, все это нужно учитывать. Вот. Все, вот. Подкладочка готова.
Вот рукавчик нижний и верхний. Вот он. Мешковина. Мешковина. И вешалочка для пальто. Мешковину и нижний рукавчик. Все вот это вот мы подготовили. Все это я собираю на оверлоке. Это я всю подкладочку соберу на оверлоке. Для того, чтобы здесь только средний шов у меня будет строчиться на машинке. И надо будет еще, я вам покажу, как правильно подойти к шлице. К шлице нужно очень правильно, четко подойти, так как у нас вот нижняя часть, она должна быть больше, вот этой вот нижняя часть, а это, видите, вот это вот нижняя, вот это вот, сейчас я вам покажу, как оно здесь. Но это срезается тогда, когда мы уже обрабатываем шлицу. Это тоже очень важный такой. Но в принципе мы можем назначить, как оно может быть. Вот. Нам нужно будет вымерять, когда мы притачаем подкладку к основному изделию. И мы здесь отрегулируем, какая у нас высота будет, потому что это совсем другая, как бы состав подкладки совсем другой. И может поменяться у нас здесь высота шлицы. Это очень важно, и мы это должны учитывать, мы это не должны резать. Но в принципе мы намечаем эту сторону, вот она у нас цельная, а эту сторону, вот левую, правую, вот она у нас немножко подрезается. Но еще раз вам подчеркиваю, что где-то примерно вот в таком вот где-то вот расстоянии она вот именно подрезается вот так вот. Вот примерно. Вот она. Вот так вот. Когда оно вывернуто в правильном месте, оно вот так вот где-то подрезается. Но мы сейчас это делать не будем. Вот оно. Вот так вот. Вот так вот оно где-то подрезается. Вот это вот верхняя, нижняя часть. Так что мы сейчас резать не будем, а мы будем выкладывать тогда, когда мы будем обрабатывать шлицу. Так как у нас внизу ширина низа мы должны определить по изделию. И это чтобы у нас не тянуло, потому что у нас все там пристрачивается, подкладка не в отлет, а она пристрачивается подкладка с верхом соединяется. И вот здесь вот мы намечаем, у нас будет вот на полочке по линии борта у нас будет складочка. Вот здесь вот складочка, неважно в какую сторону. Ну, так делают в верхней одежде для того, чтобы была форма груди, на грудь было выкладывалось лучше. И мы здесь по боку также само сделаем такую нагрудную выточку свободную, для того, чтобы у нас выкладывалась грудь на ткани, чтобы не затягивала нигде. Так что вот, дорогие мои, самое главное правило, я еще раз вам повторю, чтобы вы понимали и знали, что самое главное. Если у вас подкладка стретчевая, то вы должны немножко делать припуски, чуть-чуть шире, чем в обычной подкладке, потому что когда подкладка уже на изделии, оно совсем другую роль играет, по-другому играет в изделии.
и в ношении. Так же само мы вот здесь вот не забывайте вот оставлять сюда вот по этому шву вы будете выстрачивать вот так вот линию вот до талии, потом делаете рамочку и выходите вот на этот уровень до сантиметров 5 от горловины и прострачиваете. Нам нужна обязательно свобода по ширине спинки. Обязательно. Это самое верное правило. Так как вы понимаете, мы подкладочку также само на мешковину немножко увеличили. Это по вашему усмотрению и также само по вашему усмотрению по рукаву. Ну, рукавчик здесь все как вроде бы правильно, но я для страховки всегда можно подрезать, чтобы не была короткая подкладка. Потому что это шелковая подкладка, она не растягивается ни по ширине, ни по длине. Все, самое главное правило. Швы я здесь не делала, потому что мне не захотелось резать подкладку. И все. Ну все, мои хорошие. Благодарю вас за просмотр. Заходите на мои уроки, просматривайте. Что-то, какая-то информация вам все равно будет полезна. Неважно, та или иная тема или вопрос, который вас волнует, но всегда находятся такие вопросы, что маленькие секреты, они всегда полезны для себя, для своего развития. Так что, дорогие мои, заходите на мои каналы «Шить одежду с Лорочкой». Я буду вам очень благодарна за ваши комментарии, за ваши мнения. Так что всем хорошего дня, вечера. Всем пока-пока.